Всем привет, друзья! У нас сегодня раздел медовые торты. На этот раз я хочу вас удивить замечательным рецептом армянская птичка. На моем канале уже есть несколько рецептов медовых тортов. Вот это еще один из них. Торт по этому рецепту получается очень нежный, мягкий, ароматный. По вкусу напоминает карамель. Давайте готовить. Для этого рецепта я подготовила такую толстостенную посуду. В ней мы сейчас будем заваривать тесто, основу для теста. Для этого рецепта нам понадобится 3 средних яйца. Яйца я замеряла на весах 165 грамм. Для баланса вкуса добавляю сюда чайную ложку розовой соли. Вот видите, вот так вот сверху соль. Также нам понадобится сахар. Можно взять обычный сахар, но для того, чтобы усилить вкус карамели, я добавляю коричневый сахар. 175 грамм сахара. Все нужно будет хорошенько перемешать. Нравится запах ванили, можете добавить сюда по вкусу ванильный сахар, но я этого делать не буду, так как в рецепте присутствует мед, и я не хочу перебивать его запах. Мед очень ароматный, домашний. 220 грамм меда. У меня рапсовый. Можно использовать такой интенсивно ароматный медик, к примеру, гречишный. Получается потрясающе вкусно. Но у нас здесь в Германии гречишный мед можно достать только в магазине. И то я задаю себе вопрос, натуральный ли он. А это вот натуральный медик рапсовый. Ставим все это на плиту. Все хорошо перемешиваем, чтобы яйца не заварились. Должна быть такая хорошая однородная масса. Если вы начинающий кондитер, тогда лучше сделать это заранее. Не так, как я вот включила плиту и сразу начинаю все размешивать. Я делаю это очень быстро. Еще раз повторюсь, для того, чтобы яйца не заварились. Как только масса стала слегка такой горячей, добавляю сюда 250 грамм размягченного сливочного масла. Это тесто также можно приготовить на паровой бане, но это такой долгий процесс, поэтому я выбираю такую толстостенную посуду, антипригарную, и все прекрасно получается. По мне так еще вкуснее тортик, если его вот так приготовить, а не на паровой бане. От плиты не рекомендую отходить, постоянно помешивайте. Вот так вот ложкой, концом ложки, у меня пластиковая ложечка, елозьте по стенкам посуды. Не сверху вот так вот мешайте, а по стенкам посуды, так как обычно вот пригорает к стенкам посуды. Вверх можно, в принципе, и не мешать. Главное, чтобы вот ложка вот так плотно соприкасалась с дном кастрюли. И также вот сторонки кастрюли. Вот как масса стала вот такой горячей. Бульков еще нету, видите? Я добавляю сюда чайную ложку пищевой соды. Разрыхлитель здесь не предусмотрен. Вот, посмотрите, у меня такая чайная ложечка идет с горкой. И сейчас вот здесь начнет происходить такая вот химическая реакция. Появится такая шапочка пенная. Очень красивая.
Вот, посмотрите. Масса во время заварки становится такой более вязкой. Ложечка по дну идет очень легко, потому что она заварилась. Это вот когда только начинаешь заваривать, нужно обязательно вот так вот силой мешать по дну. А сейчас вот посмотрите, как легко идет ложечка. Вот так вот играючи. Какой потрясающий карамельный цвет. Вот на этом этапе я отключаю плиту. Массу нужно будет остудить. Многие добавляют в горячую массу муку и замешивают сразу тесто. Тем самым мука заваривается вот в этой вот горячей основе. Я так не делаю. Тесто получается такое по вкусу резиновое, а нам нужно мягкое, воздушное, пористое тесто. Поэтому набирайтесь терпения и остужайте. Процесс варки тоже требует терпения. У меня ушло около 20 минут, чтобы получить вот такой вот красивый карамельный цвет. Смотрите. Этот тортик того стоит. Чтобы получить настоящий армянский вкус, нужно вот так вот все делать, как я показываю на видео. Можно оставить в этой кастрюле или перелить в чашку. Ну, я вот так вот оставлю. Пока остывает тесто, приготовим крем. Для крема мне понадобится глубокая чашка. В чашку отправляю 200 грамм сахара. Сахар у меня мелкий, кристаллический. Сначала сухие продукты. 120 грамм кукурузного крахмала. Картофельный крахмал в этом рецепте не предусмотрен. Добавляйте кукурузный. Если нет кукурузного крахмала, тогда лучше добавить муки. Картофельный крахмал как-то портит вкус крема. Добавляю сюда 4 пакетика ванильного сахара. Вернее, 3 пакетика. Все хорошо перемешиваю, чтобы сухие продукты хорошо соединились. Обязательно чайную ложку с верхом соли для баланса вкуса, чтобы крем не был такой вот пресный. Вот смотрите, кастрюля еще горячая, и тесто приобретает еще такой более интенсивный карамельный цвет при остывании. Добавляю 3 желтка, желточки средних яиц. Также нам понадобится молоко. Процент жирности молока 3,5 или 3,8, кому как нравится. 1 литр 400 миллилитров. Один литр молока у меня 3,8. Немножко молочка наливаю, все перемешиваю, чтобы сухие продукты соединились с молоком. Вот здесь ровно литр молока. Теперь нам нужно будет еще 400 миллилитров отмерить. Так, вот 400 миллилитров.
1 литр 400 миллилитров молока. Все это хорошо перемешиваю. Тяжелые продукты сейчас вот лежат на дне чашки, их нужно хорошо вымешать. Это сахар. Заварные крема перед готовкой я обязательно процеживаю. Рекомендую делать это вам. Тогда крем получается однородный, нежный, такой эластичный. От яиц вот попадает вот эта вот халаза, жгутики. И они берутся при варке комочками в креме. Поэтому желательно всегда процеживать. Вот так процедили. И теперь ставлю на плиту. Довожу до кипения. При постоянном помешивании готовлю крем, чтобы он не пригорел к стенкам посуды. Если крем пригорает к стенкам посуды, тогда он теряет все свои качества. Получается такой невкусный, с привкусом горелости. Или горелки, как правильно сказать. Крем при варке обязательно помешивайте. Как только крем закипит, провариваю на умеренной температуре после закипания около 3 минут. И отключаю плиту. Слышите, вот пошли первые бульки, крем закипел. После закипания провариваю около 4 минут. Крем готов, плиту не отключаю и добавляю сюда 250 грамм сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Крем отлично соединяется сразу с масличком. Хорошо мешайте, быстро мешайте. Проваривайте где-то около 2 минут и отключайте плиту. Для того, чтобы крем во время остывания не покрылся сверху пленкой, накрывайте пищевой пленкой в контакт или периодически помешивайте. Вот, посмотрите, какой красивый белоснежный крем получился. Все продукты поженились, переженились, все здесь однородно. Заварная основа для медовика остыла, посмотрите. Вот получилась такая вот как ириска по консистенции. Масло теплое. Добавляю сюда 3 средних яйца. Яйца замеряла на весах 145 грамм. И начинаю все это вымешивать. Масса должна быть теплой, не горячей, иначе яйца заварятся. Вот, видите, масса комочками. Продолжаем вымешивать. Так вот с ложки тоже снимаю остатки карамели и вымешиваю это с помощью рук. Вот так у меня получилось. Теперь добавляем сюда 525 грамм муки. Мука под номером 405 высшего сорта. Белая мука высшего сорта. Добавляю сюда 16 грамм разрыхлителя. У нас здесь есть питьевая сода, но она вступала в реакцию с медом, проваривалась, поэтому во время варки она потеряла все свои свойства. Поэтому сюда добавляем разрыхлитель 16 грамм.
Соду добавлять не нужно. В муку нужно добавить разрыхлитель. Замешиваем тесто. Вымешанному тесту нужно будет дать отдохнуть в течение получаса, для того, чтобы клейковина муки разбухла. Тесто тогда станет еще гуще по своему составу. Но оно и так густое получается. Очень красивое тесто такого, смотрите, карамельного цвета. Вот такое тесто у нас получилось. Смотрите, оно легко отходит от стенок посуды. Аналог этого рецепта на просторах интернета, я сразу вам скажу, что вы не найдете. Это такой очень старый рецепт. Вот так. Классно, да? И дадим тесту теперь вот отдохнуть. Смотрите, оно вот так вот сваливается с ложки большим куском. Отрывается. Вот не течет вот так вот лентой. Тесто очень тяжелое по своему составу. Приготовлено оно правильно. Вот. Тесто отлично отдохнуло. Посмотрите, какое оно получилось у нас. Мягкое, не липнущее тесто. Армянская птичка у нас будет квадратной формы. Вот я подготовила вот такой вот квадрат. 29 на 29. Беру кусочек теста, раскатываю его в пласт толщиной 2-3 миллиметра. Мне нравятся тоненькие коржи. Можно также приготовить круглый торт, кому как нравится. Если высокий хотите торт, тогда формат возьмите поменьше размером, к примеру, 26 на 26. Тесто в работе практически не требует муки. Слегка припыляйте мукой, не забивайте. Вырезаю квадрат. Этот квадратик я вырезала из пластика. Можно использовать такой вот толстый картон для шаблона. Вот так вот у меня получилось. Коржи буду выпекать в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Время выпечки от 7 до 10 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Пока печется первый корж, делаем следующие заготовки. И вот таким вот образом, пока не перепеку все коржи. Вот смотрите, если взяли маленький, к примеру, кусочек, вот так вот отрываем тесто и прикладываем.
И раскатываем. Тесто хорошо скрепляется, склеивается между собой. Вот, если оторвался кусочек, к примеру, приложили его, вот так вот немножко прижали и все, он приклеивается. Верх торта будем покрывать шоколадной глазурью. Вот пока выпекаются коржи, приготовим глазурь. Для глазури мне понадобится сахар, такой вот мелкий кристаллический, 125 грамм. Добавляю сюда 3 какао. Все хорошо перемешиваю. Какао с сахаром должно хорошенько соединиться. Добавляю сюда щепотку соли, 2 столовые ложки сливок. Сливки 30% жирности, можно брать и выше. Добавляю сюда столовую ложку сметаны, здесь 55 грамм. Следуйте строго рецепту. Все хорошо перемешиваю. Вот посмотрите, получилась вот такая вот масса. Она сухая, как в крупинку. Добавляю сюда сливочное масло 90 грамм и ставлю на плиту. Готовлю на умеренной температуре до закипания. Как только глазурь закипит, провариваю около 2 минут и отключаю плиту. Глазурь нужно будет остудить. Если во время варки вам показалось, что ваша глазурь густоватая, можете добавить сюда еще пару ложечек сливок. Глазурь готова. Вот, посмотрите, какая она густая у меня получилась. Готовится она, еще раз повторюсь, на умеренной температуре, так как она густая. Плавим сахар и масло тоже на умеренной температуре, на самой низкой температуре, можно так сказать. Вот, посмотрите. Вот такая консистенция. Можно и приготовить ее и пожиже, да, глазурь, тогда добавьте побольше сливок. Глазурь нужно будет остудить. Из приготовленного количества теста у меня получилось 5 коржей. Посмотрите, какие они шикарные. И давайте будем собирать торт. На плоское блюдо наношу небольшое количество крема. Для того, чтобы тортик не двигался, не ездил туда-сюда. Укладываю первый корж. Крема не жалеем. Я беру такие вот 2 столовые ложки крема, даже чуть больше, вот. И равномерно его распределяю. Крем не течет, ложится ровненько. Для того, чтобы еще ровнее разложить крем, вот можно взять такую лопатку. Нанести лопаткой. Рассчитываем вот это вот количество крема на 5 коржей. Последний корж покрывать кремом мы не будем.
крем между слоев должен быть хорошо виден, когда мы его вот будем разрезать. Наносим следующий слой. И вот так вот будем делать, пока не соберем весь тортик. Вот так вот чуть-чуть придавливаем, чтобы корж хорошо приклеился. Крем такой вот по составу получается как манная каша. И в то же время посмотрите, как легко он ложится. Такой блестящий глянцевый кремик. Вот так у меня получилось. Бока я тоже смазала кремом. Теперь нужно будет измельчить последний корж, вот остатки теста, в мелкую крошку. И обсыпать бока торта. Медовик обычно обсыпают мелкой крошкой, да, но кому как нравится. Можно и крупной крошечкой обсыпать. Тесто такое мягенькое, но в то же время песочное, такое хрустящее. Торт все равно нужно будет отправить на пропитку. Вот так вот у меня получилось. Вот. И теперь обсыпаем тортик. Вот, посмотрите, с боков все украсила. Остатки крошки отправила в морозилку. Вот, теперь сверху заливаю глазурью на серединку. И ровным слоем распределяю по всей поверхности коржа. Вот, посмотрите, какая густая глазурь. Она не растекается. И вот так, такими легкими движениями наношу. Она вот такая вот по составу, как повидло густое. Глазурь можно приготовить и быстрым способом, на основе просто шоколада, растопить шоколад. Вот эта домашняя глазурь мне больше по вкусу нравится. Она вот прям вот такая шоколадно-шоколадная. Как вы заметили, здесь очень много какао. Медовые торты отправляют на пропитку, что я и сделаю всю ночь. Дам ему отдыхать. И завтра посмотрим, какой он получился в разрезе. Вот такая красота. Посмотрите, как блестит глазурь. Армянская птичка всю ночь отдыхала, правда, пыталась упорхнуть, но я всем строго-настрого наказала выдержать паузу и дождаться, пока торт по-настоящему созреет. Давайте
Сейчас с вами посмотрим, какой он у нас получился. Тортик очень мягко режется. Так, вот сейчас вот такой вот ленточкой укладываю на поднос, чтобы вы полностью увидели весь разрез торта. Посмотрите, какая красота! Прослойки крема. Торт очень ароматный. Если вы, друзья, хотите удивить гостей и угодить самым требовательным и искушенным гостям, непременно испеките этот торт. У этого торта богатейший вкус. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.